Бисмиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях. Приворот, сихр, аль-махабба. Пророк сказал: поистине заклинания, амулеты и тиваля – ширк. По мнению Ибн аль-Асира, тиваля – это то, что заставляет мужчину любить женщину, будь то колдовство или что-то другое. Он отнес ее к ширку из-за их убеждения, что она, тиваля, сама по себе способна влиять и совершать действия, противоречащие предопределению Всевышнего Аллаха. Мне хотелось бы отметить, что под заклинанием в выше приведенном хадисе имеется в виду заклинание, содержащее в себе обращение за помощью к джиннам и шайтанам и многое другое из того, что относится к ширку. Что же касается заклинаний из Корана или мольбы, дуа, и поминаний, зикр, разрешенных шариатом, то они дозволены. Таково единогласное мнение ученых. В Сахихе Муслима говорится, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет ничего страшного в заклинании, если оно не содержит ширка». Итак, признаки приворота. Чрезмерная любовь и страсть. Частая и непреодолимая потребность в половой близости с любимой. Неспособность вытерпеть разлуку с любимой. Страстное желание видеть любимую. Слепое подчинение любимой. Каким образом происходит приворот? Между мужем и женой нередко возникают разногласия, которые быстро проходят, и супружеская жизнь возвращается в свое нормальное русло. Однако среди женщин есть такие, кто не может спокойно пережить эти разногласия. Они спешат к колдунам, чтобы те посредством колдовства вызывали у их мужей любовь к ним. Такие поступки совершаются ими из-за того, что их вера слаба и они далеки от религии, или из-за невежества. Незнание того, что подобные вещи запрещены, харам. Далее колдун просит у нее что-либо из личных вещей мужа: носовой платок, головной убор, одежду, майку, с условием, чтобы вещь содержала запах пота, то есть не была новой или постиранной. Затем колдун вынимает из нее несколько ниток и, завязав на них узлы, дует на них и приказывает закопать их в каком-нибудь заброшенном месте. Он может совершить колдовство таким образом, чтобы добавить его в еду или питье человека. Самое сильное колдовство получается, если используется нечистота, наджас, а самой сильнодействующей из нечистот является менструальная кровь. Последствия приворота. Иногда приворот вызывает у мужа болезнь. Мне известен случай, когда мужчина болел 3 года по причине приворота. Иногда приворот может обернуться отворотом, и муж станет ненавидеть жену. Это происходит из-за незнания некоторыми колдунами основ колдовства. Иногда жена заказывает для мужа двойное колдовство, чтобы он ненавидел всех женщин и любил только ее одну. Это становится причиной неприязни мужа к своей матери, сестрам, теткам и всем родственницам женского пола. Иногда двойное колдовство оборачивается тем, что муж начинает ненавидеть всех женщин, в том числе и свою жену. Так один муж в результате приворота дал развод своей жене, а когда та пошла к колдуну, чтобы он снял свой приворот, оказалось, что тот уже умер. Как говорится, не рой яму другому. Причины приворота. Возникновение конфликтов между супругами, заинтересованность жены в имуществе мужа, особенно если он богат, предчувствие того, что муж хочет взять еще одну жену, несмотря на то, что это разрешено шариатом, и в этом нет никакого унижения для первой жены. Однако женщины в наше время, особенно те, кто попал под разрушительное влияние средств массовой информации, считают, что желание мужа взять еще одну жену является свидетельством того, что он ее не любит. Это, конечно же, большое заблуждение, потому что существует множество причин, побуждающих мужчину жениться на второй, третьей или четвертой жене, несмотря на то, что он любит первую. Это может быть желание иметь много детей.
Или мужчина с трудом дожидается окончания менструального цикла или послеродового кровотечения жены. И возникает угроза совершения им такого греха, как прелюбодеяние. Это может быть и укрепление связи с определенной семьей и многое другое. Внимание! Следует скрывать свое лечение от супруги, чтобы она не обновила колдовство. Пример лечения приворота. Муж, которым управляла жена. Ко мне пришел мужчина и рассказал о том, что совсем недавно у него с женой были обычные отношения, но несколько месяцев назад все удивительным образом изменилось. Он сказал: «Я совершенно не в состоянии переносить разлуку с женой даже на мгновение. Даже находясь на работе, я постоянно думаю о ней, а когда возвращаюсь домой, первое, что мне хочется сделать, это увидеть ее. Находясь с гостями, я время от времени вынужден покидать их, чтобы взглянуть на нее. Я ревную ее выше всякой меры. Я стал совершать с ней больше половых актов, и иногда мне кажется, что она управляет мной. Если она идет на кухню, я иду за ней. Если в спальню, я иду за ней. Если она убирает комнаты, я за ней. Я не знаю, что случилось со мной. О чем бы она меня ни попросила, я спешу выполнить ее просьбу». Я прочел аяты на воду и попросил его пить эту воду и купаться в ней в течение 3 недель. Затем велел ему зайти ко мне, но так, чтобы жена об этом не знала. По истечении назначенного срока он зашел ко мне и сказал, что стало немного легче, но болезнь все еще есть. Я повторил ему это лечение, и хвала Аллаху, нет силы и могущества ни у кого, кроме Него.